Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never alone. Буся сегодня чудит не по-детски. Мало того, что она утром затащила всех котят в дымоход в русской печке, и я их оттуда еле выскребла через отверстие для чистки дымохода, а они все теперь чумазые, и Буся, и котята все в зале. Так представляете, еще я сейчас хожу по дому и вижу, бежит мышонок маленький. Я хватаю Буську из коробки с котятами, ставлю на пол, она хватает вот этого мышонка и несет его котятам сюда, в коробку. И, короче, сейчас я найду его. Мышонок теперь вместе с котятами. Сейчас попробую найти. Короче, вот, смотрите. Вот это мышонок. И он живой, чтобы вы понимали. И он тут с котятами. Вот этот Бусь, покажи. Вот этот мышонок, он маленький. Куда пошел? Где он? Вот он. Где он? Потерялся опять. Короче, вот этот мышонок. Ой, мне что-то его жалко стало. 15, что ли, его пойти. Так вот, мышь у нас теперь тут вместе с котятами. Сначала я подумала вынести этого мышонка на улицу и отпустить, но потом увидела, что у него еще закрыты глазки. То есть он настолько маленький, что еще слепой, как котенок. И мне стало его жалко выкидывать на улицу, ведь на улице было уже плюс 5 и очень холодно и сыро. Поэтому я посадила его в банку, положила ему туда еды. И мои коты, конечно же, это тут же оценили. А чуть позже я нашла и еще одного такого же мышонка возле кошачьих мисок. Он опять же бегал, тоже такой же маленький, слепой. И я его тоже туда же посадила к своему собрату в банку. Вот, и некоторое время они вместе там жили. Я им туда положила ватки, чтобы им там было удобно норки рыть. Но, к сожалению, спустя какое-то время я обнаружила одного мышонка мертвым. Не знаю, по какой причине это случилось, но, тем не менее, одного пришлось оставить в банке живым, а второго захоронить, скажем так. В общем, теперь у меня один мышонок, и я его посадила в специальный пластиковый контейнер, где сделала ему полноценный домик. Кто-то вот очень боится мышей, брезгует ими, ну а мне вот этого малыша стало жалко. Я не знаю почему. А взрослую особь бы я избавилась бы от нее, но этот совсем маленький, он только-только, мне кажется, увидел свет. Вот, и поэтому я его оставила как домашнего хомяка жить у себя в коробке. А у меня в меню новое коронное блюдо. Пшённая каша на молоке, запеченная в чугунке в русской печи. Вот такой вот красивой золотистой корочкой покрывается эта каша. Дело в том, что когда-то в детстве бабушка мне готовила точно такую же кашу, и я ее очень-очень полюбила. Поэтому я быстренько купила пшена и тут же приготовила ее. Вот, и кушать ее очень вкусно с маслом сливочным и запивать молоком. Этой пшеной кашей я также иногда угощаю птиц-синиц, которые облюбовали мою новую прозрачную кормушку, которая крепится на окно. Им она очень понравилась, и теперь я их угощаю всякими семечками, крупами, и теперь вот еще и кашей. А вот здесь я завтракаю и любуюсь видом из окна. На этот раз там показывают быстро бегущие облака. Сейчас октябрь, погода очень переменчивая, то дождь, то солнце. И в этот раз очень красивые, необычно красивые облака, которые быстро-быстро плыли по небу.
этим утром мне повезло любоваться вот таким перформансом, потому что его не очень часто показывают, точнее, это уникальная программа, которую можно увидеть только один раз за утро. Иногда бывают и серые облака, серая погода, но в этот раз это было очень красиво. Это лучше, чем смотреть телевизор, поверьте мне. В эти выходные мне очень повезло с погодой. Я увидела даже радугу над своим домом. Это было очень красивое зрелище. Не знаю, насколько хорошо видно это на камере, но надеюсь, вам видно, как красиво располагается радуга над моим домом. А тем временем Буся перетащила всех своих котят из коробки, в которой она рожала, в домик. Мягкий, уютный домик, который я когда-то давно для нее купила. И вот оказалось, что он пригодился для котяток. Они его заценили, поскольку он такой же мягкий и уютный, как пузико мамы. В эти выходные мне также пришлось съездить в соседний городок для того, чтобы подписать документы на оформление газа. Дело в том, что раньше эти документы были на предыдущую хозяйку этого дома, в котором я сейчас живу, и нужно было их переделать на мое имя, поэтому мне пришлось немного покататься по области. Но это оказалось увлекательным занятием. К сожалению, я не все успела снять на камеру, не все свое путешествие. В соседнем городке я подписывала не только документы, но и успела там немного прогуляться по местному рынку, посмотреть, что там продают. Кое-что закупила в магазинах из продуктов и отправилась обратно домой. Мне очень понравился этот солнечный денек, но нужно было скорее ехать домой, поскольку вечером обещали дождь, а у меня еще были не собраны дрова. Нужно было остаток дров перетащить в дом. Дело в том, что по прогнозу погоды во второй половине дня обещали сильный дождь, и он действительно был. И я успела до этого дождя занести все дрова в дом. И вот такая поленница у меня получилась. Я ее дополнила. В предыдущем видео я уже показывала, что удалось сложить из этого грузовика дров. Ну а здесь уже полноценные, скажем так, поленницы, которые я сложила. И еще помимо вот этих поленниц, помимо них я успела сложить дрова и на веранду, поскольку здесь уже было слишком их много. Я даже вот за печь успела их положить, небольшую поленницу, чтобы здесь они подсохли. И помимо этих дров у меня есть еще пару поленниц на дворе и возле бани. А еще я на Wildberries заказала вот такой вот электронный градусник. Он очень точно показывает температуру, которая у меня в доме, температуру и процент влажности. Это оказалось очень полезным приобретением, и теперь я могу поддерживать комфортную температуру в доме. Еще на Wildberries заказал вот такой вот конвекторный обогреватель. Он очень удобный, не сушит воздух, и у него есть сушилка, где можно сушить носки, не рискуя, что они загорятся. Этот обогреватель нагревает холодный воздух, и горячий воздух идет вверх над ним. Поэтому над ним очень удобно сушить постиранное белье. Вот такой вот хороший помощник у меня теперь. А вечером, когда я уже занесла все дрова в дом, я нашла в себе силы растопить русскую печь и решила испечь домашнюю пиццу на чугунном противне в русской печи. И, ребята, это было просто необыкновенно вкусно. Сейчас покажу, как я ее готовила. В общем, на бездрожжевое тесто я положила кусочки сливочного масла, сверху положила филе индейки,
Также порезала болгарский перец, шампиньоны, сыр моцареллу, добавила приправы орегано. Также можно в пиццу добавить какой-нибудь вкусный чесночно-сливочный соус, но я не стала его добавлять, поскольку сейчас стараюсь держать себя в форме, поэтому получилась это такая диетическая у меня пицца, но тем не менее очень-очень вкусная, несмотря на то, что я ее приготовила без соуса. Все ингредиенты я подбирала чисто интуитивно. То, что мне нравилось, я положила сюда, в эту пиццу, ни крошкой больше, ни крошкой меньше, как говорится. Дело в том, что я люблю все эти продукты, и поэтому из них приготовила пиццу. Ну а вы, конечно же, можете добавить то, что нравится вам. А еще на Wildberries я заказала вот такой вот манеж для котят. В него можно поставить лежанку, лотки, корм, все что угодно. Дело в том, что котятки уже открыли глаза, и скоро они начнут лазить из своей лежанки. А поскольку лежанка лежит на печи, а печь довольно высокая, очень высокая, я забираюсь на эту печь по стремянке, а стремянка достаточно высокая, и боюсь, что когда они раскроют глаза, уже будут лазить по печке и могут свалиться и покалечиться. Поэтому я решила купить ему вот такой вот удобный манежик. Он оказался удобным не только в плане безопасности, а также Буся его тут же заценила. Она теперь спокойно может поспать без котят рядом с манежем, отдохнуть от них. Ну а для котят будет все теперь безопасно. Ну вот, пожалуй, на этом и все. Благодарю всех за внимание. Если вам понравилось это видео, поставьте обязательно лайк, подпишитесь, напишите комментарий, пишите свои вопросы, и обязательно буду дальше снимать для вас такие вдохновляющие видео. Ну вот и все. Пока-пока.